Привет, Арми! Добро пожаловать на этот канал. Сегодня мы обсудим самый шокирующий момент в истории BTS. Воссоединение, которое должно было быть радостным, превратилось в трогательный эпизод. Что же случилось с Тэхёном? И почему Чингук выглядел таким опустошенным? Почему воссоединение, которое должно было символизировать радость и единство, внезапно превратилось в один из самых душераздирающих эпизодов в истории BTS? Почему Ким Тэхён, более известный как Ви, без предупреждения покинул Лос-Анджелес, оставив фанатов в шоке, участников группы без слов, а Чингука в слезах? Неделями мировое сообщество кипело в домыслах. Однако молчание официальных каналов лишь усугубляло недоумение. Теперь впервые Бан Ши Хёк, председатель HYBE и человек, стоящий за успехом BTS, высказался открыто. Его откровения о причинах ухода Тэхёна не только шокировали индустрию, но и усилили эмоциональную бурю, вызванную реакцией Чингука. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе, городе, тесно связанном с мировым турне BTS. Предполагалось, что это будет праздник, воссоединение участников, ранее разлученных службой в армии и личными обязательствами. Фанаты со всего мира ждали этого момента, полные эйфории, ностальгии и надежды. Однако случилось нечто неожиданное. Тэхён внезапно встал и ушел, оставив мероприятие на полпути. Камеры запечатлели каждую секунду. Лицо Чингука застыло в недоумении. Его глаза наполнились слезами, словно он пытался осознать произошедшее. Через несколько минут видеозапись его реакции стала вирусной. Армии по всему миру задавались одним и тем же вопросом: почему Тэхён ушел? В течение нескольких дней ни Тэхён, ни HYBE не давали никаких объяснений. Сети были полны теорий, от личных проблем до проблем со здоровьем и внутренних конфликтов. Тишина была оглушающей, пока Бан Ши Хёк наконец не поднял этот вопрос на закрытой встрече, которая позже была подхвачена корейскими СМИ. Его слова были осторожными, но шокирующими. Тэхён нес на себе тяжелое бремя. Решение покинуть Лос-Анджелес не было импульсивным. Это было решение, которое необходимо было принять. Ему нужно было пространство, и оно было нужно ему немедленно. Я не могу раскрывать все, но могу сказать, что это было не из-за неуважения к BTS или ARMY. Это было из-за боли. Эти несколько слов мгновенно взорвали интернет. Для многих они стали подтверждением того, что происходит нечто гораздо более глубокое. Надежды фанатов на легкое объяснение мгновенно рухнули, уступив место суровой реальности. Уход Тэхёна был связан с чем-то серьезным. Тот факт, что Бан Ши Хёк, который редко обсуждает личные дела участников BTS, решил высказаться, лишь подчеркнул серьезность ситуации. Однако реакция Чингука была самой душераздирающей. Через несколько дней после инцидента Макне BTS появился в коротком эфире. Дрожащим голосом он сказал: «Когда он ушел, время словно остановилось. Я не знал, что делать. Мне хотелось броситься за ним, но я не мог. Это было больнее, чем я могу описать». Его признание довело фанатов до слез. Раздел комментариев был полон слов поддержки: «Держись, Чингук, мы всегда любим тебя, Тэхён». Видеозаписи трансляции мгновенно стали вирусными, подкрепленные освещением в международных СМИ. Появились заголовки: «Чингук опустошен внезапным уходом Тэхёна», BTS столкнулись с тайным потрясением, Бан Ши Хёк подтвердил, что Ви покинул Лос-Анджелес из-за тяжелого груза. Впервые за много лет BTS попали в новости не из-за своих достижений или грандиозных выступлений, а из-за момента крайней уязвимости. Возник вопрос: о каком тяжелом грузе говорил Бан Ши Хёк? Однозначного ответа не было. Появилось множество предположений. Одни предполагали проблемы со здоровьем, другие связывали это с творческими разногласиями, а третьи ссылались на давление мировой славы. Тем временем международные СМИ обратили внимание на инцидент. BBC, CNN и Billboard обсуждали его последствия. Los Angeles Times даже назвала его трещиной в крупнейшем бойбенде мира в самый нестабильный период. Было ли это началом серьезных перемен для BTS?
Смогут ли они выжить? Вернется ли Тэхён в ближайшее время, или ему придется взять более длительный перерыв? В последующем интервью Бан Ши-хёк попытался успокоить группу. BTS – это семья. В семье бывают трудности, разногласия и иногда болезненные решения. Самое главное – любовь и поддержка. Отъезд Тэхёна из Лос-Анджелеса – это не расставание с BTS. Это просто необходимый перерыв. Слова «необходимый перерыв» словно молния пронзили сердце фанатов. Означало ли это, что Тэхён будет отсутствовать долгое время? Было ясно, что боль Чингука стала самым ярким напоминанием о том, насколько глубоко это событие ранило его. Свидетели концерта в Лос-Анджелесе рассказали, что после ухода Тэхёна Чингук почти не разговаривал, просто сидел с трясущимися руками. Он выглядел опустошенным. Как будто потерял что-то незаменимое, анонимно сообщил им сотрудник стаффа. Контраст между предыдущими улыбающимися групповыми фотографиями и заплаканным лицом Чингука стал символом двойственности BTS, ослепительного света сцены и тени личных переживаний. Теперь фанаты столкнулись с непростыми вопросами: что именно переживал Тэхён? Как Чингук переносил это эмоциональное бремя? И самое главное, смогут ли BTS оставаться сильными, когда их связь подвергнется такому испытанию? Бан Ши-хёк попросил фанатов дать ему личное пространство. Но для ARMY пространство ощущалось как тишина, а тишина была болезненной. Казалось, слезы Чингука принадлежали миллионам фанатов, которые разделяли как их горе, так и надежду. Однако, несмотря на всеобщее возмущение, появилось разъяснение. Источник, близкий к HYBE, заявил, что заявление Бан Ши-хёка было неверно истолковано. Он действительно говорил о сильном давлении, с которым сталкиваются айдолы, но не конкретно о Тэхёне. HYBE настаивали, что его слова были искажены СМИ. То же самое касается и реакции Чингука. Многие СМИ утверждали, что он плакал на сцене, хотя свидетели на месте происшествия говорили, что он на самом деле не плакал, его глаза слезились, но он сдерживался. Что касается отъезда Тэхёна из Лос-Анджелеса, в нескольких сообщениях упоминалась простая причина – плотный личный график. Ему часто приходится совмещать профессиональные и личные дела, и то, что он раньше времени покидает мероприятие, ни новости, ни признак внутреннего конфликта. В конечном счете, этот инцидент отражает динамику современной культуры знаменитостей. Незначительные моменты преувеличиваются, домыслы воспринимаются как факт, а СМИ спешат их опубликовать. Вопрос в следующем: действительно ли Бан Ши-хёк рассказал, почему Тэхён ушел? Маловероятно. Был ли Чингук действительно опустошен потерей? Тоже сомнительно. Однако неоспорима эмоциональная связь между BTS и ARMY. Связь настолько сильная, что даже самый незначительный момент может потрясти мир. Дорогие ARMY, то, что мы только что увидели, было не просто историей о воссоединении, которое стало душераздирающим. Это был настоящий взгляд на долгий путь BTS как обычных людей, а не как мировых суперзвезд. Мы видели, как в центре внимания часто были лишь улыбки, смех и аплодисменты на сцене. Но за всем этим светом скрывается невидимое бремя, боль, которую не всегда можно выразить словами, и слезы, которые порой текут мимолетно. Внезапный отъезд Тэхёна из Лос-Анджелеса не просто оставил пустые места на воссоединении, он также оставил огромный вопросительный знак в сердцах миллионов. Почему он ушел? Что он чувствовал? И как это повлияло на остальных участников группы, особенно на Чингука, который, как мы видели, был опустошен? Эти вопросы находят отклик не только в СМИ, но и в сердцах каждого фаната, следившего за их судьбой на протяжении многих лет. Однако, если остановиться и взглянуть глубже, возможно, ответ кроется не просто в «почему», а в том, как мы реагируем. Сам Бан Ши-хёк, человек, который редко рассказывает о личной жизни участников группы, подчеркнул, что Тэхён не прощается, а делает паузу. Необходимую паузу. Эти два простых слова «необходимая пауза» на самом деле несут глубокий смысл. Каждому человеку, даже тем, кем мы восхищаемся до небес, нужно пространство, чтобы дышать. Тэхён, при всем своем обаянии на сцене, это человек, который, возможно, борется с тем, чего мы не видим.
А Чингук, хоть и всегда кажется сильным, в конечном счете показывает, что его сердце можно разбить. И именно здесь мы узнаем, даже тем, кого мы считаем самыми сильными, нужна поддержка. Мы можем не знать всех подробностей бремени, которое несет Тэхён. Мы также не можем до конца понять чувства, которые заставили Чингука сдержать слезы перед миллионами людей. Но мы можем стать их поддержкой. Быть голосом, который не только задает вопросы, но и дает пространство. Быть фанатами, которые не только требуют, но и понимают. Арми, давайте помнить одну важную вещь. BTS всегда говорили о любви, надежде и семье. Они не просто группа, а семья, объединенная узами, которые сильнее песен и выступлений. И мы, их фанаты, часть этой семьи. Семьи, которая должна быть рядом не только под ликование на стадионе, но и в такие моменты тишины и смятения, как этот. Представьте, что чувствовал Чингук, наблюдая, как его самый близкий Хён уходит, не сказав ни слова. Давайте почувствуем тяжесть, которую, должно быть, чувствовал Тэхён, принимая трудное решение покинуть шоу. И давайте поймем, что, несмотря на все это, они все еще любят друг друга, все еще заботятся друг о друге, даже в тишине. Означает ли это, что BTS распадаются? Это признак расставания. Ответ – нет. То, что мы видим, это часть реальной жизни, часть роста, долгий путь, который никогда не бывает легким. Помните, BTS пережили столько бурь: первые дни борьбы, давление индустрии, службу в армии, даже глобальную пандемию, которая едва не разорвала их связь с фанатами на сцене. И все же они всегда поднимаются, всегда возвращаются, всегда вместе. Этот момент может быть болезненным, но именно здесь мы видим их самую человечную сторону. Тэхён, которому нужно пространство. Чингук, который сдерживает свои чувства. Остальные участники, которые пытаются поддерживать стабильную атмосферу, даже когда их сердце трепещут. Это не признак разрушения, а доказательство того, что они действительно люди, со всеми своими слабостями и сильными сторонами. Для нас, Арми, давайте воспримем этот момент как напоминание. Наша любовь не должна зависеть от идеальных выступлений, не должна зависеть от часто преувеличенных медиарепортажей. Наша любовь должна быть рядом, даже когда им нужен отдых, даже когда они предпочитают молчать, даже когда все, что они могут предложить, это молчание. Сегодня у нас, возможно, нет всех ответов. Но, возможно, они нам и не нужны. Все, что нам нужно, это вера в то, что BTS – это все еще BTS, семья, которая когда-то обещала быть вместе, семья, которая вернется, когда придет время. И мы, Арми, должны быть рядом, терпеливо ждать, искренне поддерживать и любить безоговорочно. Чингук однажды сказал, когда он ушел, время словно остановилось. Возможно, мы все чувствуем то же самое. Но время на самом деле не останавливается. Оно продолжает идти, и со временем раны постепенно заживут. Однажды Тэхён снова будет стоять рядом с Чингуком, улыбаясь и заставляя нас забыть слезы той ночи. Однажды этот момент будет вспоминаться не как знак разбитого сердца, а как свидетельство того, насколько сильна их связь. Арми, давайте закончим это видео обещанием. Обещанием всегда верить в них, поддерживать их и беречь их пространство. Потому что, в конце концов, BTS – это не только музыка, не только концерты, но и любовь, надежда и братство, которые преодолевают границы и языки. Итак, Тэхёну, Чингуку, всем BTS и всем Арми по всему миру, будьте сильными, держитесь вместе и помните, даже когда кому-то приходится ненадолго уйти, настоящая связь никогда не ослабевает. Спасибо за просмотр, и не забывайте, мы всегда рядом, ждем, любим и верим. Увидимся в следующем видео, Арми. Барахе. Fade to gray as you fade away.